Одной из самых крупных и впечатляющих рептилий на нашей планете можно с уверенностью считать кожистую черепаху, вполне заслуженно занимающую свое место в экосистеме морей и океанов. Эта удивительная особь привлекает внимание благодаря своим внушительным размерам. Средняя длина кожистой черепахи составляет порядка 2 метров, что просто поражает воображение всех, кто сталкивается с ней. А вес иногда достигает целых 1,5 тонны, что делает ее одной из самых тяжелых черепах в мире. Несмотря на свои огромные размеры, эта черепаха обладает удивительной способностью развивать скорость до 35 км в час, если возникнет необходимость в быстром перемещении. Это делает ее не только величественным, но и спортивным существом, что совсем необычно для ее габаритов. В ее рационе присутствует как растительная, так и животная пища, что говорит о разнообразии ее питания и делает ее универсальным, адаптируемым существом, приспособленным к жизни в подводном мире. Давайте подробнее рассмотрим, чем же на самом деле она питается. Ее блюдами становятся всевозможные водоросли, медузы, крабы, моллюски и морские черви. Перечисленный набор представляется совершенно отличным для такого огромного гиганта, как кожистая черепаха. При этом мощные челюсти кожистой черепахи позволяют справляться даже с самой твердой пищей, а передние конечности обеспечивают ей возможность удачно и эффективно удерживать добычу в своих лапах. Сильное и независимое существо много путешествует по бескрайним просторам океана, исследуя все его уголки и открывая для себя новые места обитания. Однако, несмотря на свои многочисленные путешествия и странствия, эта уникальная черепаха все равно возвращается в свои любимые теплые воды, которые, по сути, являются ее домом, источником жизни и комфортного существования. Процесс жизни черепахи крайне интересен и многогранен. Она практически все свое время проводит, удовлетворяя ключевые потребности своего организма — ест, спит и плавает. Эти жизненные процессы свидетельствуют о том, что она идеально приспособлена к своей среде и очень гармонично существует в ней. Долгое одиночество, которое, казалось бы, не должно сказываться на их плодовитости, на самом деле делает этих существ поистине уникальными. Когда самка встречается с самцом, она имеет возможность сохранять его семенную жидкость внутри своего организма на протяжении нескольких лет, что является выдающимся проявлением биологической адаптации к условиям окружающей среды. Когда приходит время выводить свое потомство, самка черепахи обязательно выводит маленьких черепашат на песчаном берегу, который стал их родным домом с момента появления на свет. Обычно кладку она помещает в специальную яму на глубину до метра, и это обеспечивает будущее потомство некоторыми защитными факторами от хищников и неблагоприятных условий. Яйца кожистых черепах внешне напоминают маленькие белые мячики для гольфа, что придает этому процессу еще более интересный и занимательный характер, который присутствует в этом прекрасно организованном животном мире. Интересно, что в одной кладке может находиться от 30 до 130 штук таких мячиков с будущими малышами,
что подчеркивает репродуктивные способности этих удивительных существ и их адаптивные стратегии к выживанию в дикой природе. Ровно 2 месяца черепашки развиваются внутри своих яиц, а затем, когда приходит время, они выбираются на свет, пробиваясь сквозь толщу песчаного грунта. Однако при покидании своей кожаной защитной оболочки начинается самое сложное испытание в жизни маленького черепашонка. Все выбравшиеся на свет малыши стараются быстро добраться до поверхности водной глади океана, что для них становится главной целью в этот критический момент их существования. Это настоящая битва за жизнь, ведь окружающая среда полна опасностей. К сожалению, из-за огромного количества хищников, которые постоянно снуют неподалеку в ожидании легкой добычи, до своей цели достигает только 40% от всего потомства. Остальные становятся пищей для хищных животных, готовых поймать своих жертв в любой момент. Это, безусловно, является частью естественного отбора в природе. Статистика говорит о том, что это суровая реальность для черепашек, ведь они по-прежнему остаются лакомством для морских хищников еще в течение 10-15 лет своей жизни, пока не станут достаточно крупными и сильными, чтобы иметь возможность защитить себя. При естественном отборе выживают только самые шустрые и активные черепахи, что формирует специальные навыки в этих животных. Это приводит к тому, что взрослые черепахи уже способны постоять за себя и даже дать отпор людям, если это необходимо, защищая свои интересы и жизнь. Однако крохотные новорожденные черепашки, конечно же, нуждаются в защите и заботе, особенно тогда, когда они еще не приобрели свои первые подводные навыки. Людям, отдыхающим на живописном пляже в солнечном штате Флорида, невероятно повезло. Они смогли наблюдать чудо природы, появление из песков маленьких черепашек, что стало настоящим событием для всех присутствующих отдохнувших. Благодаря их заботливому вниманию и стремлению помочь, малыши с успехом завершили свое путешествие и добрались до водной глади в полном составе, что добавило положительных эмоций и радости всем, кто стал свидетелем этого утра. Этот трогательный момент дает возможность каждому увидеть красоту природы и волшебство, происходящее на наших глазах. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал. Здесь вас ждет еще много интересного и увлекательного контента о мире дикой природы и удивительных животных, обитающих на нашей планете. Просторы природы наполняются загадками и чудесами, которые мы горим желанием поделиться с вами, чтобы вдохновить любителей дикой природы и биологии на дальнейшие исследования и изучение удивительного мира, который нас окружает. Мы хотели бы, чтобы каждый из вас стирал границы между привычным и непознанным, находя радость и вдохновение в мелочах, которые порой удивляют даже самых опытных наблюдателей дикой природы. Присоединяйтесь к нам в наш захватывающий путь, и вы не пожалеете. В каждом новом видео мы будем открывать вам двери в мир, полный чудес и таинств природы, и надеемся, что это побудит вас к активным действиям в сохранении нашей экосистемы.